Доброго времени суток, добро пожаловать на канал Таро Гадание Инфо. Всем хорошего настроения. Спасибо за то, что вы со мной, за поддержку канала, за комментарии, лайки и подписки. Прошу вас по новым правилам YouTube за один ваш лайк. YouTube может показать мое видео 10 девочкам, поэтому хотела сказать, не будьте жадинами, поставьте лайк, пожалуйста, да, спасибо. Да, и подписывайтесь. Благодарю вас. Так, тема сегодняшнего расклада. Собственно, расклад без вопросов. Давайте посмотрим, что необходимо вам узнать лично для себя. Может, как подсказочка от Вселенной. Для начала делаю вашу сигнификацию. Если резонирует, значит, смотрим до конца один вариант. Какая девочка пришла на расклад? Зачем вы мне какого-то товарища показываете? Принца. Какого-то социально вкусного товарища. Человек, который интересен очень многим. Знает себе цену. Может быть, даже завышенная у него самооценочка. Так. Вполне возможно, материально стабилен. Может быть, какой-то, хотела сказать, это должность занимает. Тут внешне привлекателен. Ну, тут, в общем, такое, знаете, отношение человека как мужчина. Интересен для многих женщин. Лакомый кусочек, да. Так, вас показывают, часто карта на вас выходит. Муза, яркая, вдохновляющая, летящая такая энергетика. Не обязательно идеальная красотка, идеальные там черты лица или фигуры, но умение себя преподнести, харизма, вот эта энергетика, какие-то глаза искрящиеся, не в плане, что в ночи вы, у вас они светятся, а в плане того, что по жизни они у вас светятся, вы умеете радоваться жизни, кайфовать, вот заряжайте этой энергией. Думаю, желающих подпитаться вашей энергией достаточно, предостаточно. Ой, ну что тут я только увидела, тут такие карты дальше пошли. Женщина, которая... Сейчас у вас, кстати, могут быть какие-то эмоциональные качели. Сейчас, может быть, какие-то... То ли в преддверии вы каких-то новостей. Ну, в общем, как будто бы то ли хотите, чтобы ваша жизнь изменилась, поменяла курс свой, да, по-другому как-то развивалась. Потому что тут эти карты мне говорят, что что-то тут... В общем, мне вот эти карты не то, что не нравятся, не понимаю я их до конца. Тут какие-то третьи лица во взаимоотношениях, скорее всего, в любовной сфере. Тут невозможность отпустить боль, потеря. То ли невозможно быть с каким-то человеком, но в то же время как фантом какой-то рядом с вами, как привидение какое-то, вот навязчивые, может быть, идеи, навязчивые мысли по поводу этого человека. У кого-то... Знаете, и вместе невозможно быть, и друг без дружки плохо. Тут больше как на вас все-таки сигнификация. Такое ощущение, что как будто бы мужчина, если тут он идет, если это все об этом же мужчине, и тут две женщины. У кого-то мужчина не свободен, у кого-то мужчина недоразведен, да, назовем это так, у кого-то на выборе, у кого-то мужчина вообще не определившийся, да. Не в плане того, что он не определится, мужчина он или не совсем мужчина, а в плане того, что тут зажравшийся товарищ, можно так сказать. Аэродромы какие-то запасные, у кого-то и так пройдет, а у кого-то, вы понимаете, тоже вот эта история, может быть, вы не хотите эти форматы, вы стараетесь, может, из этого уйти, изменить как-то свое восприятие вообще этой ситуации, этих взаимоотношений, поменять. А тут как будто бы, вот видите, тут женщину как держит за шею какой-то тут призрак, да, мужчины. По идее, и тут за ней еще за спиной другой мужчина. Это не к тому, что там у вас в окружении много мужчин. Может и так. Может быть, просто есть мужчины, которые рядом с вами находятся, а вы сами как прикипели к какому-то товарищу, с которым трудно реализуемые отношения, или вообще невозможно их выстроить, вообще, или утратили вы этого человека еще. Вот. И тем самым, как будто бы не отпуская вот этого товарища, фактически фантом какой-то, вы не даете себе даже возможности посмотреть на рядышком мужчин, которые рядом с вами, да? Вот как-то так.
сами себе зачеркиваете эту себе жизнь, не знаю, сколько счастливую, но как будто бы шансы даже не даете. Угу. Ну, что-то тут боль, потери, невозможность быть, влияние третьих лиц. В общем, солянка. Так. Хотя сама по себе веселая, общительная, я же говорю, энергетика такая. Ну, как будто бы вот таких хочется сказать, да что ж вас привело к вот этому какому-то товарищу? Как же вы в это вляпались? Ну, так же, как, наверное, и мы все, да? Ну, в общем, это риторический вопрос. Ты просто такая женщина, что тут радоваться жизни и вообще искать себе подобных, наполняться. Такое вот так хочется вас отсюда так забрать из этого вот какого-то то ли окружения, то ли вот какой-то как алгоритм. В общем, сломать этот алгоритм и вас вырвать отсюда. Так, давайте, расклад без вопроса. Что необходимо узнать лично для себя? Ну, в смысле, вам необходимо узнать для вас. Расклад без вопроса. Что необходимо узнать лично для вас? Что там необходимо узнать сейчас? Так. Ну, девочки, вот тут что все, что мне вышло, то я и буду читать, мои хорошие. Так, смотрите, вышла карта Вечная невеста. Повторяю 1000 раз. Эта карта, она звучит, вот, я ее так читаю. Девушка всем хороша, внешне привлекательна, обладает какими-то тут и талантами скрытыми, не совсем скрытыми. Опять-таки, и с интеллектом все в порядке, все у вас хорошо. Единственное, что как будто бы эта женщина, не то что там низкая самооценка, женщина дает шансы тому, кому не нужно давать. Женщина не выбирает себя, понимаете? Вот как будто бы, может быть, с детства вот это вот, как это, привитое вот это чувство с детства. Нужно быть хорошей, нужно заслужить любовь. Я не могу получить все просто так. Вот тут вот какое-то такое. Не научили четко говорить нет, отстаивать свои рамки и границы. Вот тут что-то об этом. И тут говорят, вот это твое состояние, где ты сейчас чего-то не получаешь, что на что, по-твоему, ты заслуживаешь. Тут какой-то вот такой, знаете, как парадокс. Женщина четко понимает, что она не хуже там окружающих, там своих каких-то, не знаю, коллег по работе, подруг, родственниц. Но при этом у них вот тут идет сравнение с другими женщинами, с жизнью других женщин. Может быть, с тем, что другим женщинам, ну не знаю, как это сказать, они могут себе позволить в этой жизни, да, это начиная там от образа жизни, каких-то там желаний, реализации, уж не знаю, как будто бы идет вот анализ, сравнение своей жизни с жизнью какого-то вот тут круга женщин. И при этом идет ощущение того, что вот мы же смотрим, что вам нужно узнать лично для себя. Вам говорят, не сравнивай себя с другими. Даже, может быть, какие-то там, уж не знаю, как это сказать, не параметры, а может быть, внешность там у вас похожа. Год выпуска, да, у вас один и тот же. Может быть, там род деятельности похож. Но все равно говорят, не сравнивай себя. Ты же не знаешь истинно, что у них там происходит. У каждого своя жизнь. Тут говорят, ни в коем случае вот не нужно сейчас тебе вот делать на этом акцент и ну, как будто бы по этому поводу там слишком критично себя оценивать или какие-то преждевременные выводы делать, потому что говорят, что это не имеет под собой основы. Тут говорят, вот ты, может быть, ожидаешь чего-то, ожидаешь известия, ожидаешь того, что, может быть, какой-то вот там будет у тебя, ну, шанс, не шанс. Вот карта письмо и карта рыбы, удача.
Ты ждешь, что в твоей жизни что-то изменится, ты ждешь, и говорят, правильно, что ты делаешь, жди. Ну, понятно, что при этом, говорят, ты должна и сама, как будто бы вот тут карту эту буду считывать, как будто бы ты должна сама плести вот эту вот, как паучок, поплетет эту паутину прочную. Это как устойчивость. Ты сама должна думать о своей уже тут стабильности, устойчивости, материальной в том числе. Как будто бы вот эту опору под собой, ты не должна ждать, что тебе кто-то принесет это. Тут как-то так, девочки. Это хорошо, что вы там верите в прекрасное, в чудеса, карта рыбы, в удачу. Но, говорят, для вас выход из какого-то тупика, из какой-то ситуации, в которой вы сейчас оказались. Выход, тут карта книга, карта самобичевания, лотос. Я это буду читать так, как будто бы вам нужно сейчас информации набрать какой. Не в том плане о каких-то других женщинах, а вам просто нужно, может быть, набрать информации о себе больше. Карта книга, может, психология. Может быть, даже, не знаю, говорят, многим помогает. Надо и мне как-нибудь почитать, но это то, что я вспомнила. Многих воодушевляют книги, серии «Жизнь замечательных людей». Там, может быть, вам именно не читать про каких-то этих физиков, математиков или мужские какие-то такие модели поведения. Вам нужно, может быть, когда это, может быть, про женщин, которые искали себя, нашли, реализовали в чем-то, счастливые, нестандартное даже. Тут как будто бы вам не нужно делать акцент на вот среднестатистических женщинах, которые живут вот обычной жизнью. Нет, вам тут как будто бы говорят, вот не нужно вас их и с ними сравнивать, вам нужно как будто бы искать свой путь, свою дорогу. Карта звезда, тут делая акцент, конечно, на стабильности, тут плети свою эту ж паутинку, стабильность, может быть, где-то обучайся чему-то новому. Тут говорят, прекращают это самобичевание, тут расстроены какие-то, как будто бы эмоции по поводу того, что какие-то шансы я упустила, допустим, уже там время мое в чем-то ушло, вот если бы я раньше, а если бы там того партнера выбрала, а если бы там куда-то пошла, выбрала какой-то род деятельности другой, говорят, это ни к чему не приведет, вообще, абсолютно, это должна, ну, как будто проработать все, от этого оттолкнуться и дальше вот это прекращать это самобичевание. Карта книга, где-то узнала себя, познала себя, как будто бы приняла себя, ну все, иди. Карта звезда говорит о том, что перед вами на самом деле открыты все дороги. На самом деле по карте звезда у вас есть какая-то мечта, и она вполне осуществима. Говорят, если вы будешь заниматься именно этим, вот как будто бы, вот пусть это будет настолько оторвано от общественного какого-то видения, там, счастливой жизни, от материальной какой-то стабильной, не знаю, профессии. Тут даже вот такой подтекст есть, потому что тут карта феечка и карта звезда. Это говорит о том, что вам будут помогать даже ваши, ну вот даже вот высшие силы будут помогать, вот когда вы найдете свое именно, вот свое вот какое-то ремесло, предназначение, какую-то свою нишу займете. Тут даже у вас шанс будет по карте лотос, вот это самобичевание, это закрыть вот эту всю тему. И по карте лотос начать как с нуля, сначала. Может быть, как в новом коллективе, по-новому себя, ну не знаю, то ли вести себя, то ли нести себя, да, то ли как-то выстраивать коммуникации по-новому. И, соответственно, в вашу жизнь новые люди будут подтягиваться. И эмоции этих людей будут, и у вас будет, соответственно, вы будете отдачу другую давать, и вам будут. То есть вот по-новому как-то вот выстраивание вот этого всего произойдет. Опять-таки, это за собой приведет опять-таки новые какие-то знакомства. Может быть, это вас к чему-то, ну, выведет, приведет, потому что как будто бы вам нужно разорвать где-то какой-то круг, как замкнутый, вот восприятие вас, вот видение вашей жизни, вот как будто бы вот какие-то шаблоны, вот это как будто бы это все смести и заново попытаться вот начать жить. И тут вот карта лотос, это тоже как будто бы с чистого листа начинать. Это лотос, это цветок, который из ила, из грязи поднимается вверх, на поверхности он распускается абсолютно чистым, незапятнанным. Это тоже говорит о том, что у каждого из нас есть шансы изменить свою жизнь и в лучшую сторону изменить, девочки. Как-то так. Вот карта лотос и карта звезда говорят, что вы даже на этом пути вы можете реализовать вот по факту вот, мечты свои, заветные мечты. Вы можете.
Все, мои хорошие. Кому было интересно, полезно, ставьте лайки, подписывайтесь. Спасибо за то, что вы со мной. До новых встреч.